Здравствуйте, мои друзья! Скоро Новый год, и я хочу предложить вам приготовить торт «Молочная девочка» с клубникой, только его быстрый и ленивый вариант. Нам понадобится 250 грамм клубники. Можно замороженную взять клубнику, прогреть ее в сотейнике с толстым дном на среднем огне, а когда появится сок, всыпать смесь крахмала и сахара, столовая ложка крахмала, столовая ложка сахара. Погруженным блендером все измельчить и проварить 2-3 минуты до загустения нашу начинку. Переложить ее в мисочку, накрыть пищевой пленкой в контакт. Нам нужна начинка комнатной температуры. Для теста нам понадобится 2 яйца, щепотка соли, 10 грамм ванильного сахара, 1-2 минуты все взбить миксером, после чего добавить баночку сгущенки 380 грамм, все перемешать как следует. Муки у меня 200 грамм и 10 грамм разрыхлителя. Все это мы просеиваем в жидкие компоненты. И миксером нужно все перемешать. Долго взбивать ничего не нужно. Нужно просто, чтобы вся масса стала однородной. Вот такое по консистенции получается тесто. Достаточно жидкое. Его 680 грамм. Я его поделила на 2 части по 340 грамм. У меня 2 тефлоновых коврика размером 30 на 40 сантиметров. Можно воспользоваться и пекарской бумагой, и силиконовым ковриком. Первую часть теста мы выкладываем на первый коврик и тонким слоем все размазываем по коврику. То же самое проделываем со второй частью теста. Выпекаем на перевернутом противне в заранее разогретой духовке до 180 градусов. Печется корж очень быстро. До румяности в моей духовке он пекся 6 минут. То же самое мы проделываем со вторым коржом. Горячий корж мы переворачиваем на чистый лист пекарской бумаги и аккуратно снимаем тефлоновый коврик. Оба коржа нам нужно разрезать по длинной стороне на 3 части. У нас получится 6 прямоугольных коржей размером 13 на 30. Для крема нам понадобится 500 мл холодных жирных сливок и 2 столовые ложки сахарной пудры. При помощи миксера нужно все взбить до устойчивых пиков. Но посмотрите, аккуратно сделайте все, чтобы не перевзбить сливки, иначе они превратятся в сливочное масло. Блюдо, на котором мы будем собирать торт, я выстелила вот такими полосками пекарской бумаги, чтобы оно осталось чистым после сборки торта. На первый слой коржа мы выкладываем треть клубничной начинки. Размазываем ее ровным слоем и на нее выкладываем сливочный крем. Выкладывать клубничную начинку мы будем, но на нечетные коржи, то есть на первый, третий и пятый корж. А на четные коржи, второй, четвертый и шестой корж, мы будем класть только сливочный крем. Если вы не хотите возиться с клубничной начинкой, можно просто клубнику нарезать на маленькие кусочки и выложить на крем. И верх, и бока торта я смазываю кремом. Торту лучше настояться хотя бы 2 часа в холодильнике, а потом перед подачей можно его украсить так, как подсказывает вам ваша фантазия. Я украшала торт ягодами. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Торт у меня простоял ночь в холодильнике. Посмотрите, я его украсила ягодами. Убираем пекарскую бумагу. Вы видите, наше блюдо осталось чистым. Сейчас мы отрежем кусочек, посмотрим, что у нас получилось. А у нас получилась какая красота. Видны слои клубничной начинки, крема, бисквита. А какой он нежный. Он мягчайший. Невозможно остановиться. Так это вкусно. Его вкус очень похож на мороженое пломбир с клубникой. А мне остается вам пожелать, друзья, чтобы ваши новогодние праздники были мирными, веселыми и вкусными.